Всем привет! С вами Алла. Сегодня для вас общий расклад. Какая женщина ждет вашего звонка? Как всегда, два варианта. Выбирайте колоду, которая с вами больше резонирует. Первый вариант и второй вариант. Кто у меня впервые на канале, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И поехали смотреть первый вариант. Помним о том, что первый вариант, вернее общий расклад, больше для размышлений, больше для инсайтов, как подсказки от Вселенной воспринимайте. Если отыгрывается, прекрасно, но общий расклад – это не личное гадание. Поэтому, ребята, будьте ответственны и не воспринимайте общие расклады как личные. Я надеюсь, вы это понимаете. Поэтому воспринимайте это как подсказки. А если вы хотите точный расклад, это уже обращайтесь за личным гаданием. Так, поехали. Открывает девятка чаш. Что на сейчас между вами в первом варианте? Так, единички. Ну вы на сейчас как-то не особо общаетесь. А что не так? Тут не ссора. Знаете, как я люблю это называть, детский сад. Здесь новые отношения в первом варианте. Здесь даже отношений и нет. Давайте я так это назову. Значит, что в первом варианте? Здесь симпатия. Здесь начинающаяся влюбленность у женщины. Но здесь как-то, знаете, как в детском садике. Я на тебя лишний раз не посмотрю, я тебе лишний раз чувств не покажу, чтобы ты никак потом этим не воспользовался. Мне во вред. Здесь почему-то женщина очень сильно боится, что вы будете ею манипулировать. Ну, типа, если она вам покажет свою вовлеченность в вас, то вы начнете потом этим пользоваться. Ну, например, это может быть женщина, с которой вы видите, что вы ей нравитесь, но она, ну так, знаете, отстраненно от вас держится. Здесь женщина, которая боится активничать в вашу сторону, потому что ей кажется, что вот если она в начале отношений проявит активность, то вы как бы потом этим будете пользоваться. Ну, типа там, знаете, вот вся инициатива будет на ней. Вы как бы потом будете как позволять ей находиться рядом с собой. Вот она накрутила себя именно так. Давайте спросим, а почему ты так себя накрутила? А потому что, ребят, здесь уже был негативный опыт. У этой женщины были отношения, где она больше была инициативная по отношению к мужчине. И в тех отношениях мужчина действительно этим пользовался. То есть мужчина для себя имел какую-то выгоду. Мужчина действительно мог манипулировать ее чувствами. В тех отношениях мужчина действительно мог сидеть у нее на голове. И расклад говорит о том, что это было очень давно. Это могло быть энное количество лет назад. Но гештальт остался незакрытым. То есть у нее остался страх, он как бы, знаете, заякорился, что если она будет проявлять активно свои какие-то, скажем, намерения в адрес мужчины,
то мужчина потом вот как бы этим будет пользоваться. Ну, например, там он не будет ей звонить или будет там ставить ее перед фактом, когда ему удобно, он будет приезжать, он будет относиться к ней как-то так свысока, типа тебе надо, ну вот как бы ты тут и прогибайся под мои условия. Вот она этого всего боится. Ну и судя по раскладу, не зря боится, потому что этот опыт действительно был. И хочу вам сказать, что вот этот опыт, он ей очень сильно мешает построить хорошие, классные отношения с мужчинами. Она очень закрытая стала, очень холодная и такая, знаете, как бы вот колючая. Поэтому, единички, вот кто узнал свою реальную историю, ну вот вы чувствуете, что похоже с вашей женщиной реальной, здесь не нужно бояться проявляться к ней, потому что здесь не про то, что вы ей не нравитесь или она там холодна к вам. Здесь про комплексы, понимаете? Здесь про психологические боли. Здесь женщина заинтересована на самом деле в мужчине, и она хотела бы, чтобы он к ней проявлялся. Не потому, что она хочет играться, не потому, что она там хочет как-то, знаете, вот манипуляциями заниматься. Нет. Просто в ее понимании, и исходя из ее жизненного опыта, если мужчина проявляется первым, то значит он заинтересован в женщине. И смотрите, я частенько читаю комментарии, что многие пишут, ну вот вы там на стороне женщин. Ребят, да нет, я вообще ни на чьей стороне, ни на вашей, ни на женской. Я просто читаю карты, все. Я когда делаю расклады, хоть это общее гадание, хоть это личное гадание, я ни на чьей стороне, потому что истинный профессионал – это объективный специалист. Он не становится ни на чью сторону, понимаете? Ни на сторону женщин, ни на сторону мужчин. Поэтому если кому-то из вас кажется, что я становлюсь на сторону женщин, потому что я тоже женщина, то вы глубоко ошибаетесь. Это просто ваше личное мнение. Я себя считаю профессионалом, и я ни на чью сторону не становлюсь. Поэтому в данном случае, к чему я это все сказала? К тому, что здесь женщина считает, что лучше, когда мужчина проявляется. Это показатель того, что она ему действительно интересна, что он не просто на пару ночей с ней хочет побыть, а он действительно заинтересован в продолжительных перспективных отношениях. И карты показывают, что у нее действительно был негативный опыт, когда она проявлялась, и это закончилось для нее плачевно. Поэтому, если смотрят этот расклад женщины, то для них рекомендация не бояться повторить предыдущий опыт, потому что если вы когда-то отравились грибами, это не значит, что их больше никогда не нужно кушать. Для мужчин здесь рекомендация проявляться и не думать о том, что а почему-то я должен быть первым. Вот пусть она тоже проявляется, если я ей интересен. Ребят, понимаете, как говорят доктора, нет здоровых людей, есть недообследованные. И я вам как таролог и как психолог скажу так. Нет здоровых психологически людей. Практически все больные. Вот как бы это ни звучало, но это правда. Ну, в каком плане больные? У каждого человека, вот у каждого, есть какие-то триггеры, есть какие-то энергетические и эмоциональные блоки, есть какие-то страхи, есть какая-то негативная память, опыт. И основываясь вот на этом негативном опыте,
люди совершают кучу новых ошибок. И кто должен, не кто должен, а знаете, как правильней, как гармоничней, как экологичней в отношениях. Это тот активничает, у кого меньше психологических травм. Вот услышьте меня, что в отношениях активничает тот, у кого меньше психологических травм. Они в любом случае есть у всех. Просто у кого-то их меньше, у кого-то их больше. Вот в первом варианте здесь у мужчины меньше психологических травм, чем у женщины. И, соответственно, здесь будет более экологичнее, если мужчина будет проявляться. Потому что женщина здесь не проявится, а вы ей тут очень сильно интересны. Так, вот таким был первый вариант. Кому понравился расклад, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Напоминаю, что я психолог, астролог и таролог. Поэтому кому нужна профессиональная помощь, обращайтесь ко мне, и я вам помогу и с прогнозами, и с отношениями, и с тем, как правильно выстроить свою жизнь для того, чтобы получить желанные результаты. Так, идем дальше. Двоечки. Рыцарь чаш. Какая женщина ждет звонка во втором варианте? Так, ну тут вы в отношениях, и здесь у большинства будет, что это ваша жена, гражданская или официальная. Но, ребят, что-то тут у вас произошло. У вас тут молчанка какая-то сейчас. Знаете как? Здесь молчание, и здесь нежелание идти на общение в принципе. Тут женщина стоит в позе. Типа нет, не буду, не хочу. А чего ты в позе? С чем это связано? Так, ребят, значит, смотрите, что во втором варианте. Вот у меня буквально недавно был личный расклад, где мужчина мне рассказал такую вещь, что он спровоцировал, может быть, он сейчас слушает этот расклад, я думаю, поймет, что о нем речь. Значит, была какая суть, что он спровоцировал свою женщину на то, чтобы проверить, насколько она лазит у него в телефоне. И он выдумал историю про то, что у него якобы есть какая-то женщина. Я не знаю, как он там это сделал. В общем, суть в том, что его женщина залезла в телефон и нашла, я так понимаю, переписку с вот этой вымышленной женщиной. И на этом фоне они поссорились и на какое-то время расстались. То есть сейчас она с ним не общается. Вот второй вариант, вот копия. Вот это один из вариантов, что тут может быть во втором вот этом общем раскладе. Во втором варианте женщина очень ревнивая, очень, вот прям очень, в квадрате здесь ревнивая. Как говорят в народе, будут ревновать вас к фонарю на улице. И здесь мужчина совершил какую-то ошибку, глупость. Здесь мужчина как-то либо специально, вот как мой вот этот клиент, о котором я рассказала, либо по глупости, по невнимательности, я не знаю там почему, по какой причине, но вот что-то здесь женщина увидела или услышала.
или узнала от кого-то. И на этом фоне женщина сказала: все, до свидания. Во втором варианте здесь ревность к какой-то другой женщине. И так как это общий расклад, то здесь может быть вариант, как я рассказала, что мужчина здесь специально что-то спровоцировал, чтобы проверить на что-то женщину, и это была ошибка. Здесь женщина могла узнать про еще какую-то реальную женщину, может быть, вашу жену бывшую или вашу нынешнюю жену, если это ваша любовница. Либо здесь, может быть, вы спровоцировали ее на какой-то, действительно был флирт, например, и она это увидела. И вы знали о том, что она ревнива, может быть, она вам говорила, что, пожалуйста, так не делай. В общем, думайте, карты говорят, что здесь вот что-то с этим связано. И вот на этом фоне она от вас закрылась. Для женщины ненормально то, что произошло. Она это восприняла как измену, как предательство. Она это не восприняла как шутку, как провокацию. Поэтому на будущее здесь совет больше так не делать, потому что, когда вас провоцируют на ревность, вам нравится? Я думаю, вряд ли. И второй вариант, ребят, здесь связан с провокацией на ревность. Если у вас такого не было, значит, просто это не ваш расклад. Во втором варианте идет исключительно речь об этом. Хочешь ли ты сейчас общаться? Ждешь ли ты звонка? Вот видите, вы пара. Король и королева мечей. Скорее всего, тут вы муж и жена. Тут не любовники. У маленького количества отыграется, что это ваша любовница. У большинства это будет все-таки, что это ваша жена. Слушайте, она тут ждет извинений. Она ждет не просто звонка, она ждет извинений. И, ребят, вот если я говорю, что во втором варианте здесь именно идет речь про то, что она ждет извинений от мужчины, то тупо писать, что «а у меня она меня предала». Ну так при чем тут вы? Вы же слушаете расклад, и если я говорю, что карты показывают именно так, значит, подойдет только для тех, у кого вот такая же ситуация. И если в раскладе я вам говорю про то, что здесь мужчина виноват, а не женщина, то не надо писать о том, что «а мне она изменила», и «а у меня совсем наоборот». Но я рада, что у вас наоборот. Причем тут вы к общему раскладу. Вот детский сад, я удивляюсь. Поэтому, двоечки, здесь для тех, кто услышал, что у вас резонирует с этим общим раскладом, здесь она ждет извинения. Потому что тут действительно мужчина как-то перегнул палку с шутками. Готова ли ты простить? Да, готова. То есть если вы тут подберете правильно слова, то в принципе да, здесь женщина готова вас простить и готова с вами мириться. Чувства здесь есть. Так что, двоечки, вот такой получился ваш вариант. Кто себя узнал в раскладе, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, обращайтесь ко мне за личными консультациями, за личными гаданиями. Напомню, я астролог, таролог и психолог. Мои контакты на экране, пишите мне в WhatsApp, Viber или Telegram. Просьба не звонить. Ребята, которые с России и которые с Белоруссии. Я живу в Украине. Мне очень много пишет с вашей страны. Украина не работает с вашими странами, так как закрыты переводы. Все, надеюсь, все меня услышали, все поняли. На этом всем пока и всем до новых встреч.